Переходим к следующей части. Нет, я приведу пример. 3 примера о том, каким разным маркетинг может быть на разных этапах компании и о том, насколько разные каналы продвижения мы можем использовать. Вот Лалафо, наш сервис объявлений. Он запустился в 2015 году. Тогда не было Лалафо, то есть мы с нуля запускались, и у нас была задача быстро набрать большую аудиторию. Нам нужны были сотни тысяч пользователей. Поэтому весь наш маркетинг был построен на охватных СМИ. И плюс, так как про нас еще никто не знал, что за Лалафо, что это значит, все говорили. На тот момент, кстати, еще стена Киджи были. И мы сделали ход конем и привлекли просто суперзвезду Кыргызстана Мирбека Атабекова, которого сняли в наших роликах. И он в роликах продавал машину на Лалафо, продавал гитару на Лалафо. И наша реклама была просто везде. На телевизоре, на наружке, просто везде. Даже некоторые люди начали думать, что Лалафо — это сервис Мирбека Атабекова. Нет, но он был нашей привлеченной звездой, и это очень здорово сработало. Это были большие денежные инвестиции, конечно же, но это действительно сработало. Вот микс охватных СМИ, классный креатив, классная звезда, и мы за год, собственно, набрали аудиторию в 700 тысяч пользователей. И не потратили при этом миллионы, которые мы могли бы потратить, если бы все пустили на таргет. Значит, через какое-то время у нас появилась другая задача — привлечь бизнес-аудиторию, и мы начали выстраивать новое позиционирование, что Лалафо — это классное место для ведения бизнеса. Классное место, где бизнес может найти себе клиентов. То есть совсем уже другая аудитория, тут охватные каналы никак не помогут. И мы что начали делать? Мы начали применять ивент-маркетинг и выступать с презентациями просто на любой бизнес-конференции, которая проходила тогда в Бишкеке. И мы даже цели ставили провести не менее 10 ивентов в месяц, не менее 10 выступлений. И это сработало. То есть мы стали быть на слуху, и вот этот термин «Лалафо для бизнеса», он тоже начал везде проникать, и нам на тот момент действительно удалось привлечь огромное количество, десятки тысяч бизнесов и их товаров к себе на площадку, которые начали вести классную активность. Другой пример. Когда у нас, опять же, появилась совершенно новая задача. То есть мы стартап, мы постоянно развиваемся, и меняются задачи. И мы запустили тогда, спустя очень много лет, сначала у нас все было бесплатно, но затем появились платные услуги. И, конечно же, нашей аудитории было это непривычно. Раньше все было бесплатно, а теперь еще и нужно платить. У меня и так все хорошо работает. И мы использовали маркетинг и наши каналы продаж для того, чтобы поменять отношение к нашим платным услугам. И тут мы применяли инструмент, который мы называем «успешные истории». То есть мы находили реальных наших клиентов, которые пользуются платными услугами и довольны, и снимали их истории и активно промили. И мы сняли за несколько лет просто сотни таких успешных историй, которые постоянно, регулярно обновлялись, крутили их тоже в телевизоре, в интернете. И люди узнавали этих реальных людей, и это тоже классно сработало. Эти 3 примера показывают, как по-разному можно маркетингом решать задачи. Но очень важно вам ответить на этот вопрос. В чем сейчас ваша задача? И от этого будет зависеть, какие каналы продвижения вы выберете. Теперь поговорим о воронке продаж. Не каждый привлеченный пользователь на ваш сервис или сайт становится вашим клиентом, к сожалению. Есть такая вороночка, вы привлекаете трафик, они заинтересовываются сервисом и становятся вашим лидом. Потом вы их можете сконвертировать или потерять. Но задача на каждом этапе продумать, как вы будете конвертировать этого пользователя, этого лида в каждый следующий этап, чтобы они в итоге дошли до момента, когда заплатили за ваш сервис и товар. Вы же этого хотите. Тогда нужно выстроить эту воронку. Откуда вы будете привлекать трафик?
как вы будете превращать его в лида. Если у вас на сервисе нету формы обратной связи, то есть человек придет на сервис, скажет: интересная школа английского, но он даже не сможет оставить свой контакт, пройти регистрацию, а вы потом не сможете с ним повторно связаться, чтобы убедить. Поэтому как вы тут зацепите пользователя? Часто это какая-то простая форма регистрации, обратной связи, а затем уже вы начинаете получать рассылки, правда? Вы не раз подписывались на такие сервисы. Вам начинают приходить убедительные рассылки, через серию которых через один день, через неделю вам напомнят, через месяц еще раз напомнят. В какой-то момент вы решаетесь на то, чтобы вернуться на сервис и уже заплатить. Продумайте, как это будет выстроено у вас. И воронку продаж можно разложить на еще большее количество этапов. Давайте вот посмотрим на картинку, что есть контакт, холодный лид. К примеру, клиент зашел к вам на сайт, что-то интересненькое. Например, с вашего профиля в Инстаграме или увидел где-то рекламу. Затем он может заинтересоваться конкретным товаром. Если у вас есть классные тарифы, тариф для студента, тариф для, не знаю, офисного работника, он может заинтересоваться одним или другим. Затем нужно, чтобы он оформил заказ, потом первая покупка. И здесь надо еще помнить, что нам ведь недостаточно одной покупки. Мы хотим, чтобы один и тот же клиент совершал много повторных покупок. Как у вас это будет выстроено? В какой момент мы будем напоминать о том, что пора продлить подписку? Вы выстраиваете вот эту систему регулярных покупок, а еще через какое-то время ваши постоянные клиенты превращаются даже в адвокатов бренда, и это можно тоже классно использовать, например, для реферальных программ. Когда мы говорим пользователям: порекомендуй нас своим друзьям, и ты получишь, например, 5% с их покупки. Классная штука, тоже можно использовать. Когда мы говорим про продажи, очень важно, чтобы у вас была система управления продаж. И здесь я очень рекомендую каждому стартапу начать работать с какой-то CRM-кой. CRM-ка — это специальный сервис, который создан для того, чтобы учитывать всех ваших потенциальных клиентов, не терять их на каждом из этапов и видеть аналитику ваших продаж, чтобы вы понимали, например, на каком этапе они теряются, какой лучше скрипт улучшить или добавить аргументы, чтобы клиент все-таки у вас в итоге купил. CRM-ок много на рынке. Есть мировые типа Salesforce, Creation, есть более доступные типа AMA CRM или Bittrex. Можете выбрать то, что подойдет к вам, но вообще-то можно даже начать с простой таблички в Google Доке. Неважно, какой инструмент, но важно, чтобы вы завели этот инструмент, в котором вы фиксировали ваших клиентов и вели по вот этой воронке, чтобы прописывали статус. Заинтересовался, хочет купить, запросил договор, выслали ему уже счет к оплате, оплатил. Чтобы вы понимали, сколько у вас клиентов на каждом из этапов, и не забыл ли ваш менеджер по продажам связаться с теми, кто хочет купить. Иногда и на этом этапе могут быть проблемы, когда просто менеджер по продажам что-то не сделал, и из-за этого вы не дозаработали. Поэтому ваша задача — начать вести регистрацию и учет ваших потенциальных продаж. Еще говоря про маркетинг и продажи, я бы хотела поговорить о том, насколько важно экспериментировать и не воспринимать, что есть какие-то вещи, которые вот вы точно сделаете и точно получите классный результат. К сожалению, так не работает. Но если вы будете экспериментировать, и шаг за шагом вы найдете именно те инструменты, которые будут вам помогать растить ваш бизнес, ваш стартап. Я хочу вам рассказать о цикле HADI. HADI, 4 этапа, повторяя которые, вы можете улучшить эффективность вашего маркетинга, вашего бизнеса. Суть в том, что вы сначала формируете гипотезу, потом ее проверяете реальным экспериментом, затем вы замеряете результаты и выносите какое-то суждение. Это было эффективно, нужно это повторять.
а может быть это было неэффективно, и вы больше не будете туда тратить денег, а попробуйте какой-то другой эксперимент, другую гипотезу. Мы так тоже работаем внутри компании, и я очень рекомендую этот подход, в том числе потому, что когда мы говорим эксперимент, как будто бы даже проще попробовать. Да? От этого эксперимента не зависит будущее компании, но мы хотим проверить какую-то гипотезу. Вообще, что такое гипотеза? Это наше предположение о том, что если мы сделаем что-то, то метрика вот какая-то, Y, например, вырастет, а метрика другая не изменится, и поэтому мы получим определенный результат. То есть такая математическая формула, можно сказать. Давайте посмотрим на парочку примеров. Например, если мы запустим продукт X, или, например, используем канал Y, канал, не знаю, запустим свой канал в ТикТоке, и там будем выходить с роликами 3 раза в день, то это поможет нам привлечь новых пользователей. Классная гипотеза. Давайте проверим. В течение месяца будем вести этот канал и затем подведем итоги и решим, что делать с этим дальше. Или другой пример. Если мы в маркетинге сделаем акцент на преимущество X, то конверсия в заказ вырастет. Например, если мы школа английского, то мы говорим, что мы онлайн-школа английского. А мы будем не так говорить. Например, мы скажем, что мы помогаем готовиться к IELTS. Вот. И запускаем АБ-тестирование и смотрим, вырастет ли конверсия. Если вырастет, супер, можно уже больше бюджета туда вкладывать и получать больше эффекта. А если не сработало, то все, останавливаем.